Добрый день, это Таро расклад, Таро предсказания для знака зодиака Водолей на апрель 2024 года. Что ждет Водолеев во всех сферах жизни? Так как затмение сейчас происходит на оси вашего 3-го и 9-го дома, то апрель для вас будет месяцем, конечно, перемен в сфере общения, контактов, каких-то новых поездок. Кто-то, может быть, из водолеев даже решится на переезд, или будет много каких-то разных поездок на автомобиле или другом виде транспорта. Но мы сейчас это все посмотрим на картах. Здесь у меня колода Нефертари. Я достаю 6 карт, потому что я астролог и рассматриваю карты по моему астрологическому методу. 6 карт, 6 осей гороскопа. Итак, первая карта для водолеев – это карта Маг. У вас есть все качества для того, чтобы стать скорпионом. По-другому здесь не сказать, потому что сейчас в знак Водолея вошла планета Плутон. Плутон – олицетворение скорпиона в какой-то степени и мага, да, вот этой карты. Поэтому вы научитесь быть гибким, манипулировать, вы научитесь видеть людей. Вы и так обладаете огромным количеством талантов, но вот это влияние Плутона на много лет вперед усилит ваши качества характера. Или это может быть какой-то человек, тоже такой сильный управленец, который контролирует все процессы своей жизни, в том числе и вас он может тоже контролировать, но я не думаю, что вы допустите это сделать с собой, Водолей. Поэтому, скорее всего, вы здесь будете как маг держать контроль над ситуацией, над своим партнером, как по работе, так и по личной жизни. Но мы сейчас еще будем открывать другие карты, чтобы посмотреть и уточнить все аспекты. Еще один старший аркан – императрица. И это, конечно, прибыль в деньгах, материальных ценностях, улучшение вашего материального положения в любой сфере жизни. Благодаря женщине, матери, жене, либо сами вы такая женщина, либо просто прибыль. Конечно, это может быть еще и прибавление в семье, дети. А может быть, вы начнете чувствовать себя очень-очень самодостаточно. Вот эти две карты первые, да, они говорят о высоком уровне самодостаточности. Вы ощутите какую-то внутреннюю силу и готовность достигнуть всего, чего вы хотите. Может быть, это вы открываете новую работу, новый бизнес, вы берете на себя обязанности семьянина, вы решаете завести ребенка, там, но очень такие серьезные какие-то темы в вашей жизни проходят. Может быть, вы достигаете каких-то результатов, или вы уже вот начинаете, да, достижений того, чего вы хотели всегда. Здесь у нас карта валет кубков или паж кубков, да, в классическом таро. Может быть, много будет в вашем окружении какой-то молодежи, может быть, это ваш ребенок, младший какой-то родственник, брат, младшая сестра, с которыми тоже вы будете общаться, совместные какие-то поездки, появление, опять же, вот детей, да, потому что это все-таки ребенок. Может быть, женщина, с которой вы встречаетесь, у нее будет ребенок, вы с ним познакомитесь. Либо как-то вы работаете в сфере по делам молодежи, детей, подростков, и здесь у вас будет много общения, может быть, с каким-то одним человеком, да, ну, здесь не обязательно, что это будет мужчина, может быть и женский, и мужской пол. Но вот как-то, да, либо вы начинаете свое образование, либо ваш ребенок начинает свое образование, потому что 3-й, 9-й дом – это образование, это жизнь на новом месте, это, например, начало обучения на водительское удостоверение, на другой какой-то вид транспорта, даже на вождение, допустим, самолетом там, и вы делаете первые шаги. И также еще, конечно, паж кубков может говорить о том, что у вас будет приятное, милое, такое полуромантическое, полудружеское отношение с каким-то человеком молодым, да, может быть, моложе вас или из такого же возраста, как вы. И это будет очень приятное тоже общение, контакты, может быть, какая-то совместная поездка. Сейчас мы еще посмотрим, что здесь может быть. Император.
И у нас здесь уже образовалась пара императрица и император. Ну, что-то здесь, да, действительно, у водолеев может быть вопросы семейные, связанные с недвижимостью, с вашими родителями. Может быть, действительно, как-то родители вам помогают встать на ноги, либо вы, как родитель, берете ответственности за ваших детей, там у вас брак. Ну, потому что все-таки двое мужчин здесь вообще выходят, да, маг и император в угловых домах. Поэтому, может быть, это двое важных мужчин в вашей жизни, ваш муж и отец, сын, и отец, дед и отец, да. Либо это двое мужчин, с которыми вы имеете важные какие-то дела, отношения, ваш начальник, ваш партнер по работе, либо вы сам этот мужчина. И я говорю, что ваш авторитет растет, ваша сила, какие-то должности, поэтому здесь у вас большой шанс, ну, как-то продвинуться. Рыцарь Пентаклей. Рыцарь Пентаклей в секторе творчества тоже говорит о том, что вы можете начать получать какие-то деньги, либо делаете какие-то первые шаги, да, в вашем новом бизнесе, новые клиенты какие-то могут к вам приходить, но это все не так быстро может складываться, либо вы начинаете какие-то новые нововведения вводить в ваш бизнес, получаете какие-то новые знания относительно вашего творчества. Это, опять же, может быть показатель какого-то мужчины, друга вашего, с которым вы имеете какие-то финансовые дела, либо который дарит вам какие-то подарки. Это могут быть подарки от детей, от ваших любовников. Может быть, вы платите за то, чтобы быть на каких-то платных сайтах знакомств или просто за сайт. Вы открываете свой сайт, вы как-то себя рекламируете, тоже вкладываете в это свои деньги. И постепенно, да, вот эта раскрутка там вашего бизнеса идет очень постепенно, потому что все-таки рыцарь Пентаклей это основательно, но медленно. Так, девятка жезлов здесь у нас. И в 12 секторе все-таки я думаю, что вас что-то беспокоит, волнует. Может быть, вам недостаточно энергии для того, чтобы справиться со всем. Либо вы хотите взять на себя какую-то ответственность, да, вот по этим сильным арканам. Император, маг, императрица. Это все-таки мощные арканы. И, естественно, у вас может быть какой-то подсознательный страх, либо у вас, либо вы знаете, какие препятствия могут ожидать вас на пути к успеху, и вы стараетесь их преодолеть, вы думаете о том, как вам с ними справиться, хватит ли вам достаточно энергии. Но я думаю, что хватит, потому что здесь мы видим, что все-таки змей повержен, и вам, ну, предстоит как-то побороться за себя, за свое счастье, за свой успех и сохранить энергию. И, в общем-то, если что-то вам мешает, надо это убирать из своей жизни. Вот об этом эта карта говорит. То есть вы не сможете с какими-то старыми тайнами, установками, с какими-то комплексами по жизни, вы не продвинетесь, потому что здесь очень мощные карты, арканы, и вам нужно от чего-то навсегда избавиться, отказаться для того, чтобы получить что-то большее. Это может быть еще отказаться, допустим, от какой-то повседневной рутины, долгов, системы работы в сфере, например, какой-то системы, либо закрытой какой-то обстановки, да, сменить что-то в вашей жизни навсегда, и это как бы дает вам толчок еще один к тому, чтобы достигнуть своих целей. А так, здесь у вас прекрасные карты, очень мощные, будут другие люди играть важную роль в вашей жизни, вы будете заключать какие-то договора, контракты, просто даже на словах договариваться о том, как вы дальше будете жить. Помощь к вам может прийти от каких-то высокопоставленных людей. Вы можете просить помощи, просить повышения зарплаты, например. Либо, например, у вашей жены или у ваших родителей может случиться тоже какое-то повышение, улучшение жизни, которое повлияет и на вас. Итак, что скажет колода Старкоды для водолеев? 10-й сектор опять выходит. Это сектор статуса. Возможно, действительно ваш статус поменяется, либо вы добровольно его меняете для того, чтобы какие-то новые достижения у вас начались. Может быть, вы уходите с одной работы на другую, уходите на
в отпуск долгий, например, берете, да, для того, чтобы вам в горы, допустим, отправиться, да, или какую-то такую поездку совершить. Либо просто вот наоборот, вы углубляетесь в работу, берете на себя больше обязанностей, вступаете в должность и как император уже ну, новым статусом своим гордитесь. Ретрограды или ретроградная, да, то есть здесь вы оборачиваетесь назад, и это, в общем-то, наверное, нормально, потому что в апреле ретро-меркурий, есть причины к тому, чтобы встретиться с какими-то бывшими своими, ну не бывшими, а прошлыми там, или давно забытыми друзьями, коллегами, а может быть и бывшими у кого-то, да, и вернуться как-то к успеху, который у вас был в прошлом, каким-то делам, для того, чтобы, может быть, использовать этот опыт в будущем или в апреле, именно в настоящем. А здесь у нас знак зодиака Рак, это тоже сектор семьи, недвижимости, поэтому, скорее всего, у вас будет хорошее настроение, у вас будет какой-то особый комфорт, или дела, связанные с недвижимостью, переезд, опять же, да, тоже может быть из-за вашей семьи или благодаря вашей семье. 8-й сектор – это может быть получение наследства, дела по страхованию, какие-то деньги вашего партнера. Здесь у нас уже выходила императрица, и это мощная энергия не только ваших заработанных денег, но и другого человека. Поэтому, скорее всего, многим водолеям будет какая-то прибыль, не только та, которая обычно, может быть, у вас как-то поменяются, доходы, расходы, может быть, вы получите какие-то дополнительные деньги, наследство, либо кто-то поможет вам финансово по 8-му сектору. Ну и, конечно, это большая сексуальная энергия, активная такая энергия с картой императрицы. Это когда вы чувствуете, что вы хотите стать матерью или отцом, что у вас такие отношения, когда вот вы встречаете человека для того, чтобы эта связь принесла вам такие плоды, как и ребенок, или совместное творчество. Так что вот такой расклад для вас, дорогие водолеи. Я желаю, чтобы у вас все сбылось в таком виде, может быть, что вы даже и не ожидали, что так все будет отлично в апреле. До встречи на моих новых видео. С вами была Татьяна Мин, мой канал Татьяна Мин Красота Таро. Всем пока!